Болезненные схватки и тяжелые мысли о том, что ждет впереди, все сильнее тревожили кобылу по имени Эльза, которая находилась на позднем сроке беременности. Хотя у нее уже был опыт рождения жеребят, на этот раз все складывалось гораздо сложнее и напряженнее, чем раньше, и это ощущение нарастающей угрозы не покидало ее ни на мгновение, словно сама природа предупреждала о предстоящем испытании. С каждым новым днем ее живот становился все больше и тяжелее, тянул вниз, заставляя напрягать мышцы при каждом шаге. Движения становились все медленнее, осторожнее и неуклюжее. Та легкость и уверенность, с которыми она раньше передвигалась по пастбищу фермы, постепенно исчезали, уступая место постоянной усталости, ощущению изнеможения и внутреннему беспокойству. Это беспокойство не давало ей покоя даже тогда, когда она пыталась просто стоять и отдыхать. Это были непростые дни для Эльзы. Она испытывала серьезные трудности буквально с каждым шагом. Ее ноги словно наливались свинцовой тяжестью, дыхание становилось более глубоким и прерывистым. Привычная энергия, которая раньше казалась неиссякаемой, словно покинула ее, оставив лишь тяжесть в теле и тревожные, настойчивые мысли. Напряжение нарастало не только физически, но и внутри нее самой. И хотя лошади известны своей выносливостью и силой, Эльза ясно чувствовала, что эта беременность выбивает ее из привычного состояния и требует от нее куда больше сил, чем прежде. Когда она медленно двигалась по загону, ее шаги были короткими, осторожными, словно она боялась потерять равновесие. Сотрудники фермы все чаще наблюдали за ней с заметным волнением, внимательно следя за каждым ее шагом, каждым наклоном головы и каждым изменением в поведении. Они перешептывались между собой и все чаще бросали взгляды в сторону ворот, ожидая момента, когда придется действовать. Внутри ее организма происходили процессы, которые невозможно было игнорировать. Мышцы живота периодически напрягались, по телу проходили волны боли. Как бы она ни пыталась скрыть свое состояние, это становилось очевидным для всех вокруг. Лошади — это не просто сильные и благородные животные, они еще и заботливые матери, которые проявляют глубокую привязанность к своим жеребятам. Однако для Эльзы роды никогда не были легким испытанием, а на этот раз казалось, что природа приготовила для нее особенно тяжелое испытание. Работники фермы, хорошо знавшие Эльзу как спокойную и стойкую кобылу, были настороже. Они сразу заметили, что ее поведение изменилось. Она стала чаще останавливаться, прислушиваться к своим ощущениям, иногда беспокойно переступать с ноги на ногу. Заранее начали готовиться к возможным родам. Один из опытных смотрителей по имени Степан, внимательно наблюдая за ней, подошел к другим работникам, нахмурился и сказал: «Эльза ведет себя иначе. Она явно чувствует, что что-то начинается. Нужно срочно вызвать ветеринара». В его голосе звучала не паника, а напряженная уверенность человека, который уже видел подобные ситуации и понимал, чем они могут обернуться. Когда специалист по лошадям прибыл, он сразу обратил внимание на беспокойство кобылы, на ее тяжелое дыхание, на напряженные мышцы и на то, как трудно ей даются движения. Он наблюдал за ней несколько минут, не вмешиваясь, оценивая ее состояние. Несколько раз она останавливалась, словно пытаясь справиться с болью, затем снова начинала двигаться, повторяя одни и те же действия. Ходила по загону, касалась губами изгороди, пыталась найти более удобное место, где могла бы лечь и отдохнуть, но так и не находила его. «Этот процесс будет непростым», — сказал ветеринар, обращаясь к персоналу. Его голос был спокойным, но серьезным. «Лошади крайне редко рожают близнецов, и если это именно тот случай, нам нужно быть готовыми к сложному исходу». Он понимал, что такие роды могут быть опасными. Кобыле тяжело выносить сразу двух жеребят,
а затем еще труднее обеспечить им должный уход и кормление. Для Эльзы такие роды могли стать серьезным испытанием, которое потребует от нее всех сил. Процесс родов оказался мучительно долгим. Схватки становились все сильнее, тело кобылы напрягалось, ее бока вздымались от тяжелого дыхания. Она продолжала передвигаться по загону. Ее губы беспокойно двигались, а ржание звучало как отчаянная просьба о помощи. Работники фермы, подходя к ней, ощущали сильное напряжение, которое словно витало в воздухе, и понимали, что ситуация становится все более серьезной. Перед самым началом родов воцарилась странная тишина, будто все вокруг замерло. Но вскоре она сменилась нарастающим беспокойством, и стало ясно, что Эльза больше не может скрывать свою боль. С каждым часом, который казался бесконечным, тревога только усиливалась. Время тянулось мучительно медленно. Тем временем другие лошади начали собираться вокруг нее, образуя плотный круг. Они тихо фыркали, переминались с ноги на ногу, внимательно наблюдая за происходящим, словно стараясь защитить ее. Это было естественным проявлением стадного поведения. Несмотря на свою силу и выносливость, они проявляли заботу и чуткость, что помогало Эльзе выдерживать происходящее. И вот, спустя долгие мучительные часы, произошло невероятное. Она родила не одного, а сразу 2 жеребят. Этот момент словно разорвал тишину. Он вызвал настоящий шок среди работников фермы, которые не могли поверить своим глазам. «Близнецы!» — воскликнул один из них, подзывая остальных. «Это просто невероятно!» Радость и удивление переполняли всех, кто находился рядом. Однако очень быстро эта радость сменилась тревогой. Никто не мог точно предсказать, как будут развиваться события дальше. В природе у лошадей крайне редко удается успешно вырастить 2 жеребят. Чаще всего один из них оказывается слабее другого. Кроме того, возникает серьезная проблема. Кобыле трудно ухаживать сразу за 2 малышами. Вскоре стало ясно, что один из жеребят значительно слабее. Он лежал на земле, его тело казалось слишком хрупким. Он пытался подняться, но его ноги не слушались, подгибались под ним, и он снова и снова падал. Эльза, несмотря на усталость, подходила к нему и мягко подталкивала его губами, словно стараясь помочь ему подняться. В ее поведении все сильнее проявлялась тревога. Тем временем взрослая кобыла по имени Лада неожиданно проявила агрессию по отношению к новорожденным. Она била копытами, фыркала, отводила уши назад и явно выражала недовольство их появлением. Это вызвало беспокойство у работников фермы. «Это странно», — сказал Степан. «Обычно старшие ведут себя иначе, а она будто отвергает их». Несмотря на это, другие лошади быстро вмешались. Одна из опытных кобыл подошла к Ладе, мягко, но уверенно коснулась ее и оттеснила в сторону, словно стараясь успокоить ее и восстановить порядок в стаде. В это время слабый жеребенок продолжал бороться за жизнь. Он снова пытался подняться, напрягался, его ноги дрожали, но каждый раз подкашивались. Каждая новая попытка заканчивалась падением. Эльза не отходила от него. Ее движения становились все более настойчивыми, она тихо ржала, склонялась над ним, подталкивала его, словно убеждая не сдаваться. Работники фермы переглядывались, понимая, что ситуация остается крайне серьезной. И хотя они старались не вмешиваться, позволяя природе идти своим путем, каждый из них испытывал тревогу и надежду одновременно, надеясь, что оба жеребенка смогут выжить, несмотря на все трудности, которые приготовила им судьба. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.